это все неизбежно ведет к операции. Вывод, вердикт, что нужно сделать операцию на обе ноги. Скорее всего, это многие врачи, с кем я консультировался, говорят, что это было последствия перенесенного ковида. Цель моего визита сюда, в Турцию, то, что здесь согласились сразу одновременно сделать операцию. Операции прошли очень успешно. Второй день, по-моему, меня уже поставили на ноги и заставили ходить. Меня зовут Нурлан Чормаков, мне 43 года. Я приехал из города Алматы, Республика Казахстан. Первые боли в районе тазобедренного сустава я ощутил в 2022 году. Диагноз некроз головки тазобедренного сустава. Он очень серьезный диагноз, который, можно сказать, очень сильно ограничивает мою жизнедеятельность. То есть я не могу бегать, прыгать, элементарно полностью наслаждаться жизнью. Да? Я не могу полностью активно отдыхать, заниматься каким-либо активным видом спорта. Поэтому это очень неудобно. Поднимаешься по лестнице, тоже у меня болят суставы. На погоду очень сильно реагируют суставы. Поэтому я скажу, что это очень сильно ограничивает мою жизнедеятельность. Поэтому я устал уже от этого. Поэтому я хочу вернуться к той жизни, когда я был здоров. Скорее всего, это многие врачи, с кем я консультировался, говорят, что это было последствия перенесенного ковида. И почти 2 года я болею, предпринимал разные попытки вылечить, в том числе и PRP-терапию и так далее. Но пришел к выводу после консультации с врачами, в том числе и с турецкими врачами, что это все неизбежно ведет к операции. Поэтому я для себя принял твердое решение выбрать именно такую клинику, где будет проведена очень качественная операция, где будет очень хорошее человеческое отношение, это тоже немаловажно. Я случайно в интернете увидел, когда пациенты отзывались о проведенной операции, о своих ощущениях. В интернете увидел также отзывы, которые давала Бахытгуль Хабирахмановна. Это врач, который работает, живет в Алмате. Она посоветовала эту клинику, сказала, что здесь оперировалась ее подруга, что она лично приезжала сюда вместе с ней, что ей позволили участвовать, принимать участие, наблюдать за проведением операций, которые специализируются как раз таки на таких операциях ортопедических. И через Бахытгуль Хабирахманову я вышел на людей, которые организовывают все это. На Эльдара снимки отправлял. Уже первично они делали диагностику моего заболевания. Поэтому я так узнал о том, что есть такая прекрасная клиника Туран, и захотел сюда приехать. Прилетели мы очень комфортабельно, мы практически не устали. Нас встретили в аэропорту Стамбула, и подъехала машина, комфортабельный микроавтобус Мерседес, и на котором мы со Стамбула приехали в город Бурса. Меня поселили сразу в клинику, быстро прошли мы все эти обследования, анализы и так далее. Готовимся к операции. Айхан Туран. Впечатление, конечно, что профессионал. Ему достаточно было быстро посмотреть на мои ноги, как я хожу, на мои снимки в рентген, чтобы понять, в чем проблема. Вывод, вердикт, что нужно сделать операцию на обе ноги. Прием прошел великолепно. Цель моего визита сюда, в Турцию, то, что здесь согласились сразу одновременно сделать операцию на обе ноги. Потому что в Казахстане почему-то не взялись за такую операцию. То есть там нужно было на одну ногу сделать, потом ждать какое-то время, потом на вторую ногу сделать. В целом у меня сидячая работа в офисе, поэтому из-за сидячего образа жизни нужно заниматься спортом, как-то поддерживать себя. Поэтому это очень сильно ограничивает на самом деле. Психологически тоже это играет определенную роль. Планы на самом деле не такие грандиозные. Я хочу выздороветь, просто погулять со своей семьей по городу, взять дочку за руку и погулять. Проходила сразу 2 операции в данной клинике. Первая операция у меня прошла 16 апреля. Вторая операция прошла через 2 дня, 19 апреля. Операции прошли очень успешно. Сильных болей я не испытывал, потому что за мной постоянно был постоянный уход. Медсестры постоянно наблюдали. Второй день, по-моему, меня уже поставили на ноги и заставили ходить. Второй день, после операции на первую ногу я прошел по лестнице, то есть вверх-вниз один пролет. И я начал уже привыкать ходить. После второй операции, конечно же, тоже никаких болей не было. Сразу после операции физиотерапевт прям в палату приносили мне тренажеры для того, чтобы укреплять мышцы, укреплять сосуды, капилляры ног,
сосуды ног, чтобы они начали функционировать, чтобы не был застой крови. Вот. Ну а потом уже после того, как человек почувствует, что у него более-менее укрепленные мышцы ног, вот, он уже может передвигаться без костылей. Доктор Кайхан Бей Туран, вот, на меня он впечатление произвел очень харизматичного человека, у которого очень большой опыт именно практики хирургии, поэтому его харизма, его отношение, теплота, доброта в глазах, оно действительно очень сильно мне помогало. Это все благодаря ему и его команде. Перед тем, как ехать сюда, в Турцию, в город Бурсу, я обязательно просил несколько раз, настаивал, чтобы операцию провел именно доктор Кайхан Бей Туран. Поэтому я очень благодарен, что он мне уделял столько времени, он очень сильно занятой человек. Насколько я знаю, у него рабочий день начинается с 6-7 часов утра, он обходит всех своих пациентов и никого не обделяет вниманием. Поэтому я рад, что я решился на операцию, я рад, что она прошла очень успешно. Такая вот ситуация. Поэтому я советую не бояться этой операции, а действительно идти и делать эту операцию. Я очень хотел бы поблагодарить, еще раз повторюсь, главного врача, основателя этой прекрасной клиники, доктора Кайхан Бей Туран. Вот, хотел бы поблагодарить всех медсестер, весь медперсонал, всех переводчиков, координаторов, медсестер. Особо хотел бы отметить нашего координатора, переводчика, друга, вот, его зовут Эльдар, который постоянно помогал, консультировал, переводил, буквально не отходил ни на один шаг. Поэтому всем большой-большой привет и большое огромное спасибо.